В дополнение к изученной практике стоит разобрать еще два вопроса. Какими аккордами можно разнообразить композицию на начальном этапе и как научиться строить все необходимые аккорды в разных тональностях, то есть во всех 12 тональностях, а не только в открытых позициях. Добавляя или вычитая ноты из состава обычного мажора или минора, можно получить огромное количество аккордов. Но зачем это, собственно, нужно? Давайте на примере. Допустим, у нас есть аккорды AM, C и E. Немножко поменяв состав этих аккордов, можно получить и немножечко другое настроение. Допустим, для AM это будет такое, для C и для E. Таким образом, мы можем как бы смещать оттенки, сгущать краски или наоборот упрощать аккорды, если они звучат слишком плотно и массивно. Какие же аккорды на начальном этапе будут полезны и удобны в применении? Давайте-ка посмотрим. Из мажорных можно получить так называемый доминантный септаккорд или малый мажорный септаккорд или большой мажорный септаккорд. Из минорных мы возьмем только минорный септаккорд и один тип аккорда, который не относится ни к мажору, ни к минору. Называется он подвешенный. Иногда его еще называют удержанный аккорд. Все их можно построить из аккордов в базовых позициях, то есть те, которые мы уже прекрасно знаем. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Это лишь самые удобные, самые востребованные аккорды, которые легко запомнить, их немного, и разнообразие в настроении, которое они могут привнести, оно вполне себе достаточное для начала. Самих же аккордов значительно больше, и изучать большее количество аккордов и возможности их построения лучше тогда, когда известен интервальный состав и вообще природа образования аккордов, о чем будет, конечно, в дальнейшем, уже в следующем блоке. Ну а теперь далее. О данном приеме уже упоминалось ранее. Это прием, который позволяет зажать несколько струн на одном ладу одним пальцем. И барре бывает как полная, когда сжимаются все струны на гитаре, так и неполная, когда зажимаются, например, 4 струны или 3, допустим, в этом аккорде указательным. Неполное барре может выполняться любым пальцем. Полное выполняется только указательным пальцем, и о нем, собственно, пойдет речь. Для чего этот прием необходим? Для того, чтобы получать аккорды, например, тональностей с диезом или бемолем, будем выражаться проще, с диезом, то есть смещать аккорд на незначительное расстояние, или искать более удобные позиции для аккордов, которые нам необходимо построить в песне. Как же это работает? Давайте разберемся. Перво-наперво необходимо выучить ноты на 6 и на 5 струне. Почему и для чего? Дело в том, что при перемещении аккордов с помощью барре чаще всего используются все формы от аккорда Е, будь то мажорная, будь то минорная комбинация, так и аккорда ля, будь то мажор, будь то минор. Это и септаккорды, удержанные и прочее. И образующие центральные ноты, то есть тоники, находятся как раз-таки на 6 струне для Е и на 5 струне для аккорда ля, для всех аккордов
построенных в форме ля, можно посмотреть, конечно, и в таблице. Итак, перед нами аккорд си мажор, построенный с помощью баре на 7 ладу. Мы узнаем аппликатуру аккорда Е, который строили еще в самой базовой, в самой первой позиции. Обратите внимание, здесь я специально обозначил, что тоника находится на 6 струне. На 7 ладу как раз будет находиться нота си. На практике, зная этот самый аккорд, то есть Е, мы находим на 6 струне любую интересующую нас ноту. В данном случае это 7 лад, соответственно, нота си. Ставим здесь полное баре и оставшимися пальцами воспроизводим аппликатуру аккорда. В результате получая си мажор, соответственно. Точно так же работает и с 5 струной, соответственно, с формой аккорда ля. Абсолютно аналогичный пример с аккордом ми мажор. В данном случае тоника находится на 5 струне, 6 струна не играется. 7 лад 5 струны соответствует ноте ми, и построенный от нее мажорный аккорд по форме ля из базовой позиции будет представлять из себя ми мажор. Берем 5 струну, находим на ней ноту ми и воспроизводим аккорд базовый ля, так называемый. Допустим, нам нужны другие аккорды. К примеру, мы знаем, как построить доминант септаккорд в базовой позиции ми. Также мы знаем, как его построить в базовой позиции ля. Мы можем построить аккорд фа диез 7, используя оба варианта. Если мы хотим построить его на 6 струне, мы находим фа диез на 6, ставим баре и воспроизводим аккорд с семерочкой, ранее нам известный. Получаем фа диез 7. Если в момент времени нам удобнее будет построить его дальше, мы найдем ноту фа диез на 5 струне, но здесь будем применять аппликатуру от формы ля, базовый ля, на 9 уже ладу. Таким образом, можно строить аккорды всех видов во всех 12 тональностях. С учетом всех ранее освоенных практик и теории, упражнений и так далее, можно сказать, что уверенное пользование дополнительными типами аккордов, пускай даже в небольшом количестве, и навыком постановки баре по всему грифу, ну, по всей удобной части грифа, как правило, там, до 9-12 лада, может сделать из начинающего гитариста действительно играющего, потому что практически любая песня может быть сыграна, даже если какие-то аккорды вам неизвестны, различные девятки, уменьшенные и так далее. Понятно, что их можно изучить позже. В любом случае вы можете либо посмотреть их в интернете, либо заменить на ближайших родственников. То есть простой мажорный или минорный аккорд в той же тональности на баре может заменить более сложный аккорд, либо найти альтернативу в виде септаккорда. В целом это навык очень важный, и от него зависит очень многое в дальнейшем. И это последнее видео в этом блоке. Пора все это дело заключить и обобщить. Но я думаю, вынесу это в отдельное видео.